Так, ну вот наша приставочка Sony PlayStation 2 Slim на чипе Model 5. Питает диски, флешки. Версия приставки мы видим. Вот наша 9004 2008 года выпуска. Вот наши фотографии. Согласно описанию, все как бы все сходится. Сейчас я вам покажу непосредственно сам комплект. Вы убедились, что вот он наш комплект. Так, значит, смотрите. Ну, у нас коробка фирменная. Вот наша коробочка. Ну, есть потертости. Ну, в целом, как бы сохранилась с 2008 года. Достаточно даже неплохо. Так, дальше у нас идет первый джойстик беспроводной. Вот здесь у нас идет только включатель, он off. Вот он, DualShock 2. Включили, получилось у нас вот индикатор светится. Это значит, что он не нашел приемник. То есть вот это вот такую вот штучку. Когда она включена в приставке, оно не мигает. Вот. Давайте его выключим, чтобы он не разряжался. Это второй такой же самый джойстик. Он новый, я его не распаковывал. Ну и распаковывать тоже не буду. Вот он без повреждений, без ничего. То есть там тоже вот приемник, видите, да, он посередине внизу. Тоже там как бы все в комплекте, все нормально. Дальше у нас идет карта памяти на 64 мегабайта. Она нужна только для игр с дисков. Если играете с флешки, то можно сохранять на саму флешку. Ну вот флешечка наша 32 гигабайта. Я на нее уже загрузил операционную систему, ну и загрузил несколько игр. Там также есть эмулятор приставки стеговский и самые такие продвинутые игры, которые были выпущены. Также записал. Вот. Дальше у нас идет диски. Диски с играми, их здесь 5 штук. Вот. Ну, GTA San Andreas, NFS Undercover, 5 Tekken, Mortal, последний, Armageddon и Call of Duty. Вот. Также идет такая вот инструкция, очень подробно. Так, сейчас вот непосредственно приставка сама. Вот. Давайте сейчас немного остановлюсь на инструкции. Вот здесь у нас описано, как запускать игры флешки, как настраивать их. Также как запустить режим автоматически, то есть чтобы приставка читала. Если, допустим, нету флешки, то чтобы она читала то, что вообще как бы в нее загружено. То есть если диск стоит, то там нужно выставлять режим. Как записывать игры, как их конвертировать, как заходить в recovery меню. Потом как настраивать операционную систему, здесь все есть, как бы описано. Вот. Дальше идет само меню. Тут я расписал каждую как бы позицию, да, меню. Тут видим, у нас 4 пиктограммки идет. Первое это запуск игр с USB, это видео, это файловый менеджер, так называемый. Это у нас выход в обычное меню приставки, то есть в обычное заводское меню. Ну и тут как бы все в подробностях, как по максимуму считал, постарался точнее все это описать. Также написал тут по поводу эмуляторов, да и вообще в принципе программ, которые можно запустить. Ну это в основном программы с разрешением ELF. Ну например, да, если на компьютере у нас XZ-шные файлы все, вот, то здесь у нас ELF. Вот. Ну также видим тут картинки, я тут ставил с играми, как они работают. Вот здесь я описал, как сохранять на флешку, то бишь каждую игру, которая загружена на флешке, нужно ну как бы отдельно настраивать. Ну там не очень сложно, буквально 3 позиции надо сделать и все, и сохранить настройки. Вот. Ну и также там в качестве бонуса я описал, как можно заставку поменять в основном меню, когда запускаете флешку. Вот. Тут я еще перечислил список сайтов, вот, где можно будет смотреть игры и образы с играми. Ну, как бы сам ими пользовался. В принципе, нормально скачивается. Так, ну давайте теперь саму приставку посмотрим. Ну, я уже ее подключил.
То есть, видите, да, вот кабель питания, видеокабель уже включен. Вот сама приставка. Состояние нормальное, как бы, ну, сколов ничего такого нет. Есть, конечно, потертости, ну, в принципе, они в глаза не особо бросаются. Вот. Приставка это, как в описании написано, у меня было в объявлении, вот, 9004. Она уже прошитая, в ней стоит мод-тип модбот 5.0. Вот. Ну, вот, как бы, у нас приставочка вот такого вида. Теперь смотрим, как она работает. Ну, давайте сначала подключим то, что самое необходимое. Давайте, допустим, попробуем игру запустить с диска какую-нибудь, любую. Так, ну давайте попробуем, к примеру, ну, NFS Undercover. Ну, давайте, или, не знаю даже, San Andreas. Оно все работает, проверял. Давайте Mortal Kombat попробуем. Так, открываем, вставляем, закрываем. Так, надо еще джойстик подключить будет. Так, джойстик у нас получается, подключаем сначала датчик, точнее приемник Wi-Fi. Хорошенько его туда всовываем. Вот. Ну, включаем. Вот у нас он горит, красный индикатор. Это он не включенное состояние, то есть приставка. Нажимаем, появляется зеленый. Вот у нас сразу появляется изображение на телевизоре. Вот. Теперь сейчас я вам покажу, как поменять режим. Вот. В данном случае я его уже настроил на считывание только с USB флешки. Так как у нас USB флешки нету, USB разъеме, у нас будет выводить такое сообщение. Вот. Ну давайте я вам продемонстрирую. Вот берем флешку. Вот флешка. Вставляем ее в любой из разъемов, их два всего. Вот. И перезапускаем приставку. Так. Опять появляется заставка. Все, теперь вот наше меню появилось. Берем джойстик. Включаем. Так. Вот, видите, он перестал мигать. Он нашел наш прием, перестал мигать. Ну, теперь смотрим. Если поближе встану. Вот, нажимаем вправо. Меняем. Получается, ну, выбираем меню нужно. В данном случае мы хотим запустить с диска, да? Значит, заходим вот сюда, нажимаем крестик. Все, у нас сейчас появится обычное меню приставки. Вот оно. Вот. Ну и наш диск начал уже читать. Слышим. Вот он уже запускает игру. Вот наш Mortal. Так, только звука что-то нету. Сейчас сделаю звука побольше. Вот так вот, я думаю, хватит вполне. Так, ну, я эту игру уже как бы настраивал. У меня уже даже сохранение, по-моему, есть. А, нет, извиняюсь. У меня есть сохранение только на флешке. Это с диска. Ну, нажимаем крестик. Сейчас он нам напишет, что у нас нету карты памяти. Нажимаем старт. Вот видите, он пишет, что карты памяти нет. Типа, можно продолжить без карты памяти. Мы нажимаем Yes. И все, и ждем. Вот. Ну, вот как бы наша приставка. Да? Ну, заставочка наша. Нажимаем X. Пропустить. Все. Игра запущена. Ждем, пока загрузится диск. Вот, ну вот как бы наше меню.
Ой, что-то сильно громко. Если потише чуть сделаю. Так, нажимаем вниз. Ну, выбираем, короче говоря, меню. Сейчас я вот включу, допустим, обычную драку. Вот. Практику. Ну, давайте, ладно, давайте обычный столбик начнем проходить. Вот, выбираем игрока. Так, где тут наш Noob Saibot? Вот он. Тут пропустить, наверное, нельзя, разве не помню. Не, нельзя, надо ждать. Так, ну давайте что-нибудь будем сейчас как-нибудь пытаться победить. Ну, такое. Вот так вот мы тут ходим, пытаемся как-то. Ай-яй-яй-яй. Ну, в общем, вот так вот работаем. Так, теперь покажу, как запускать игры с флешки. Вот. Наше опять же меню. Берем джойстик, выбираем. Так, ну допустим, вот наше меню игровое. Нажимаем крестик. Ну вот я сейчас загрузил, тут у меня получается 7 игр. Смотрим. Contra, Half-Life, Manhunt, Most Wanted, San Andreas, Speed Racer, SSX, это сноуборд. Ну, давайте, например, я даже не знаю, ну давайте Most Wanted включим, посмотрим. Ну вот, ставочка работает. Когда загружаете игры с флешки, но она как бы загружается чуть-чуть дольше. Дальше как бы все нормально. Бывает, конечно, что видео притормаживает в самой игре, но игра не тормозит. То есть все работает. Ну, сколько раз я сам играл, как бы все работало нормально. Most Wanted даже почти прошел. А, нет, не Most Wanted, Undercover прошел почти. Вот, ну, можно пропустить эти все заставки. Так, тут у меня уже сохранение есть на флешке. Тоже начинал проходить. Так, жмем старт. Сейчас он проверит нашу флешку. Запустит и сохранение. Все, загружено. Ну вот Most Wanted, я думаю, те, кто когда-то играл в эту игру, понимают, какая-то игра неплохая. Так, заходим, допустим, в карьеру. У меня тут Кобальт, по-моему. Так, ну давайте свободную езду. Загружается она, кстати, быстрее на самом деле. Вот именно уже когда, ну, игра запущена, в загрузке там все переходы, они работают быстрее, чем с диска. Ну, это понятно, потому что как бы никакой механики нету, все работает с карты памяти, по сути. Ну вот. Вот. Сейчас я вам покажу тут что-нибудь. Что мы тут умеем. Вот так.
К сожалению, одной рукой я могу только ехать в стену. Ну вот, в общем, короче, приставка работает. Вот. Теперь давайте перезагрузим. Кстати, и еще один нюанс. Тут как бы нельзя выйти с самой игры, как бы, ну, в меню основное. То есть, если захотите загрузить другую игру, все равно придется перезагружать приставку. Ну, как-то так. Разработчики молодцы, конечно, но вот этот вариант они чуть-чуть не продумали. Так, ну давайте выберем какую-нибудь игрушку. Например, San Andreas. Вот, вот он. Нет, это Most Wanted. Выбираем. Так, ну я уже не буду как бы описывать все настройки, потому что долго очень получится большое видео. Вот, там все подробно описал в инструкции. То есть, ну, до мелочей реально, как бы постарался уже все туда впихнуть, чтобы не было никаких вопросов. Вот, в данном как бы варианте приставка настроена уже, то есть ее подключаете полностью, вставляете вот сюда, получается, два приемника, флешку, ну и все, по сути, включили и играете. Не надо никаких настроек производить. Единственное, может быть, у вас нюанс возникнет, если вы включаете, допустим, приставку и на ней, ну, на телевизоре, точнее, выходит изображение мерцающее, черно-белое мерцающее изображение. Нужно будет посмотреть в инструкцию, я написал, ну, я сейчас еще покажу. Зайти в саму, ну, настройки приставки, короче говоря. Вот. И там надо будет просто выбрать видеорежим. У меня была такая ситуация, тоже сначала как-то испугался, думал уже что-то с приставкой, ну, почитал, оказалось просто не та система видео. Вот, там их несколько видов, ну там вообще можно почитать, разберетесь без проблем. Ну, в любом случае, если какие-то вопросы, то задавайте. Так, ну Сан Андреас тоже, кстати, уже сохраненный, я уже не помню, там пару миссий даже прошло. Поэтому, если захотите играть нуля во все игры, это вам надо будет зайти в корень приставки. И там есть папка VMC. Вот заходите в эту папку и удаляйте полностью все файлы. Там как бы хранятся все сохранения на все игры. Поэтому, если не хотите начинать или продолжать, точнее, новую карьеру, точнее, ну, мою карьеру, которую я уже начал, то тогда придется удалить все. Ну, в описаниях, в инструкции тоже там все это подробно есть. Так, сейчас успешно загрузил. Вот. Ну вот наш знаменитый Карл Джонсон, он же Си-Джей. Где он у нас? Вот он. Так. Ну да, я тут уже пару миссий прошел. Я уже тут машину затюнинговал. Лоурайдеровскую. Так, нажимаем треугольник. Ой-ой-ой. Ну, в общем, работает. Все отлично. Сами можете убедиться. Спасибо за просмотр.